Всем привет, мои заказчики меня озадачили. Сегодня у меня торт в виде щуки. Испекла я бисквит диаметром 28 сантиметров, шоколадный, классический. Вырезаю из бисквита серединку, разрезаю на 3 коржа. Моя задача, чтобы торт весил не более 2,5 килограмм, по весу легкий. У него должна быть легкая начинка и легкий бисквит. Обязательно все коржи пропитываю. Покажу, как сейчас я буду собирать этот торт. Торт я делаю такой впервые. Никогда до этого я не делала, поэтому показываю все как есть. Бисквит классический у меня шоколадный, а крем здесь у меня сливки 33% жирности, пол-литра, 200 грамм творога, желатина примерно, десертная ложка замоченного была. И я добавила еще сахарной пудры для сладости. В прослойку добавляю бананы, чтобы торт был послаще. Долго я, конечно, сопротивлялась делать такой торт. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают. Из кусочка бисквита вырезаю носик для рыбки. Также из крема и бисквита делаю картошку и выкладываю головку рыбки. На спинку еще добавляю бисквита, чтобы мне потом удобнее было скруглить рыбу. И часть бисквита у меня останется, я его уберу, мне он еще пригодится. Укутываю всю заготовку целлофановыми пакетами, поправляю руками и отправляю торт стабилизироваться на ночь в холодильник. За это время крем подружится с бисквитом, и торт будет как единое целое, с ним будет удобно работать. После проведенной ночи в холодильнике торт стабилизировался. Теперь можно ножом подрезать все, что мне не нужно. Это все я не выкидываю. Все обрезки измельчать буду в блендере. И тот кусочек бисквита, который у меня остался от серединки, я его тоже измельчу. К измельченной крошке добавляю белковый заварной крем и выравниваю всю поверхность заготовки. Это избавит от неровностей и излишних крошек.
Наношу с помощью кондитерского мешка крем на торт и выравниваю. Выравниваю я шпателем. Шпатель периодически смачиваю водой. Также с распылителя брызгаю водой на торт. И это помогает мне выравнивать. Также в работе я использую вот такой вот пластиковый шпатель, который сделать легко из канцелярской папки. С помощью аэрографа провожу окрашивание. Краситель развела с водой. Цвет у меня здесь лаймовый. И понемногу я в него потом буду добавлять коричневый, чтобы цвет был более темный. Окрашивание буду проводить поэтапно, потому что крем впитывает в себя краску. И для того, чтобы цвет был более яркий и интенсивный, это делаю поэтапно. Для плавников мне понадобится оранжевый крем и насадка для розы 2 сантиметра. Делаю плавники верхние и также боковые и хвостик рыбки. С помощью художественной кисти, смоченной в воде, расправляю плавники, делаю их более плоскими, сглаживаю какие-то неровности. Опять провожу окрашивание еще более темным цветом. Насадка 1 миллиметр, сделаю глазки черным красителем. Поставлю белые точки. На плавниках кисточкой ставлю небольшие такие вкрапления, точки. С помощью зубной щетки и коричневого красителя делаю брызги. И снова прохожусь аэрографом для более такого темного перехода. Плавнички немного, кончики оттеню оранжевым порошковым красителем. На подложке кистью голубым кремом делаю имитацию воды.
центр торта я добавила цифру 70 и делаю финишное покрытие с помощью аэрографа и золотого кондурина. Кондурин развожу медицинским спиртом. Ну, вот такой вот торт у меня получился. Вес готового торта 2 килограмма 600 грамм. Если вам понравилась такая идея, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, поделитесь моим видео в социальных сетях. Мне будет приятно, жду от вас комментарии. Ну и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока-пока, до скорых встреч на моем канале.